Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать коровку из плюшевой пряжи. Я буду использовать пряжу Alize Veluta в молочном и в сиреневом цвете. По расходу молочного ушло примерно полмотка, а сиреневого совсем немного, наверное, грамм 10. Чтобы связать рожки, я использовала пряжу Wool Sea Teddy в коричневом цвете. Она чуть тоньше Alize Veluta. Здесь также можно взять Dolphin Baby. Для пряжи Alize Veluta буду использовать крючок 6 мм, а для Wool Sea 4,5 мм. Для этой коровки взяла глазки 2 см. Из дополнительного нам понадобится иголка с большим ушком для того, чтобы пришить все детали. И при необходимости, если хотите связать вот такую сумочку, то также можно воспользоваться любой плюшевой пряжей. Для самой игрушки нам еще понадобится наполнитель, не столько, побольше. Ну и в принципе все. Давайте начнем вязать. А если вы хотите не только научиться вязать, но и рисовать, то я вам советую записаться на бесплатный 3-дневный вебинар по рисованию от основателя школы по рисованию Арт Матита. На первом уроке автор курса Егор Матита показал, как можно быстро и легко нарисовать котика. Рисованием я не занималась со школы, но давно хотела научиться рисовать, а результат меня удивил. Главное, рисование – это отличный способ бороться со стрессом, ведь этот процесс завораживает и заряжает позитивом. Егор Матита – художник-педагог с 8-летним стажем преподавания, выпускник Мархи, основатель школы рисования Арт Матита, выпускник школы искусств и сертифицированный арт-терапевт. Все материалы я получила на сайте Матита. Скоро там стартует бесплатный прямой эфир, где за 3 урока вы научитесь рисовать, а также за регистрацию вы получите книгу «Портреты карандашом. Техника достижения фотореализма». Мне очень понравилось. Рисовать по урокам Егора Матита было очень увлекательно, поэтому и вам советую. Все ссылки я оставила в описании под роликом. Переходите. Вначале делаем кольцо амигуруми. Для этого располагаем нить следующим образом и делаем оборот. Должно получиться вот такое перекрестие. Берем крючок, заводим внутрь круга. Вытягиваем рабочую нить. Теперь, придерживая эту конструкцию, набираем одну воздушную петлю. Дальше вытягиваем короткий кончик из круга. И первый ряд вяжем свободно, иначе замкнуть круг будет сложно. Дальше заводим крючок внутрь круга. Вытягиваем рабочую нить. На крючке должно быть 2 петли. Придерживая круг, провязываем. Опять заводим крючок внутрь круга. Вытягиваем нить. На крючке 2 петли. И мы их провязываем. Провязали 2 столбика без накида. Вяжем 3. Всего надо провязать 6 столбиков без накида. 4. И 6. Затягиваем круг. На первый столбик вешаем маркер, чтобы знать, где у нас начало ряда. Приступаем ко второму ряду. Для этого заводим крючок за первый столбик. Вот он у нас за обе стенки. То есть на крючке от столбика предыдущего ряда должно быть 2 стенки. Вытягиваем рабочую нить.
и провязываем столбик без накида. Сюда же, в это же отверстие, провязываем второй столбик. Получилась прибавка. Таких прибавок нужно сделать 6. Одну уже сделали. Находим следующий столбик. Вот он у нас. Захватываем обе стенки. Вытягиваем рабочую нить. Провязываем один столбик. И сюда же второй. Находим следующий столбик предыдущего ряда. Заводим крючок за обе стенки. И провязываем 2 столбика. Первый, сюда же второй. Делаем еще 3 такие прибавки. Завершили второй ряд. Приступаем к третьему. Перемещаем маркер. Находим первый столбик ряда. Вот он у нас. Заводим крючок и провязываем 1 столбик без накида. Дальше находим следующий столбик и сюда уже провязываем прибавку. Первый, сюда же второй. Опять 1 столбик. За следующий провязываем прибавку. То есть повторяем последовательность. 1 столбик, прибавка. 6 раз. Опять 1 столбик. Дальше прибавка. Один столбик. Прибавка. 1 столбик. Прибавка. И опять 1 столбик. И прибавка. Второй ряд завершили. Здесь должно получиться 18 столбиков. В следующем ряду вяжем последовательность. 2 столбика без накида в отдельные столбики предыдущего ряда и прибавка. Первый, второй. Мы, получается, захватываем вот эти косички сверху. И прибавка. Первый, сюда же второй столбик. Опять первый, второй в следующий столбик и прибавка. Первый, сюда же второй. Последовательность повторяем до конца ряда, то есть 6 раз. Теперь вяжем по 24 столбика в ряду, 3 ряда. То есть мы никакие прибавления не делаем, вяжем 3 ряда по 24 столбика. Здесь сейчас все очень просто. За каждый столбик предыдущего ряда провязываем по 1 столбику. Провязали. Теперь будем вязать ряды с убавлениями. Для этого мы сначала провязываем 2 столбика. Первый, второй. И нам нужно сделать убавку. Для этого мы заводим крючок за следующий столбик, вытягиваем нить. На крючке 2 петли. Мы заводим крючок еще за следующий столбик, также вытягиваем нить. На крючке 3 петли, и мы подхватываем рабочую нить, проходим через все 3 петли. И повторяем такую последовательность. Вяжем 2 столбика. Первый, второй и убавка. Вытягиваем из первого, вытягиваем из второго столбика и провязываем вместе 3 петли. Повторяем до конца ряда. Теперь провязываем заключительный ряд, 1 столбик, дальше убавка.
И так до конца ряда. Берем пряжу фиолетового цвета и приступаем к вязанию руки. Также делаем кольцо амигуруми и провязываем 6 столбиков внутрь круга. Пятый, шестой. Затягиваем. Во втором ряду будем провязывать такую последовательность. Один столбик без накида, дальше прибавку. Находим первый столбик, я его пометила маркером, и провязываем столбик без накида. Дальше находим следующий столбик, сюда провязываем уже 2 столбика без накида, то есть делаем прибавку. Дальше опять просто столбик. За следующий столбик вяжем прибавку. То есть 2 столбика без накида в одно место. Опять просто столбик и прибавка. Но при провязывании последнего столбика нам нужно заменить нить. Для этого заводим крючок, вытягиваем 2 нити, берем пряжу белого цвета и заводим ее за 2 нити. Теперь фиолетовую нить можно обрезать, оставляя небольшой кончик. В конце этого ряда у нас получается 9 столбиков без накида. И нам нужно дальше белым цветом провязать 3 ряда по 9 столбиков. Вяжем по кругу. Здесь прибавление, убавление не делаем. Вот эти нитки используем в качестве наполнителя. В конце делаем соединительный столбик, заводим крючок за первый столбик, подтягиваем нить и вытягиваем через петлю на крючке. Дальше нить обрезаем, оставляя небольшой кончик и прячем этот кончик нити внутри самой руки. Набивать деталь не нужно. И всего нужно связать 2 такие детали руки. Дальше провяжем деталь ноги. Тоже нужно 2. Одну провязала. И приступаем ко второй. Берем нить, опять делаем кольцо амигуруми и провязываем 6 столбиков внутрь круга. Во втором ряду делаем последовательность из прибавок. То есть нам нужно сделать 6 прибавлений. Также мы с вами делали на голове во втором ряду. Первый, сюда же второй столбик. Дальше за следующий, третий. И так до конца ряда в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по 2 столбика. Всего в конце ряда получится 12 столбиков без накида. Провязали. Следующий ряд, третий, вяжем 12 столбиков без накида, то есть без прибавлений, просто 12 столбиков. За столбик предыдущего ряда провязываем по 1 столбику. Последний столбик не довязываю, так как там мы будем с вами менять нить. И провязываем последний столбик этого ряда, заводим крючок за столбик, за 2 стенки, вытягиваем, берем нить белого цвета и довязываем столбик. Дальше провязываем 2 ряда белым цветом по 12 столбиков. Нить фиолетового цвета обрезаем, оставляя небольшой кончик. И смотрите, как теперь делаем. Всего у нас с вами получается 2 ноги. У одной мы после того, как провязали ряд, в конце делаем соединительный столбик и обрезаем нить, оставляя кончик. У второй мы так не делаем.
нить не обрезаем, так как мы сейчас будем присоединять вторую лапу. Все, завершили ряд. Делаем соединительный столбик и заводим крючок за вторую ногу. Вот у нас был соединительный столбик, в следующий заводим крючок, нить переводим и провязываем столбик без накида. Ставим обязательно маркер. И теперь смотрите, как будем провязывать. Мы сейчас вяжем по одной ноге 12 столбиков и по другой ноге 12 столбиков. Это у нас был первый, обязательно сейчас считаем. Дальше находим второй. То есть вяжем по ноге. Третий, четвертый, пятый, шестой, одиннадцатый и 12 вот здесь чуть ниже. Все, по одной ноге провязали, теперь по второй. Находим, вот у нас первый столбик, заводим крючок и провязываем. По второй ноге также 12 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, десятый, 11 и 12. Все, 24 столбика должно получиться. Вот здесь у нас есть нить. Этой нитью можно здесь дырочку спрятать. Теперь вяжем по 24 столбика в высоту. Приступаем ко второму ряду. Уже туловище получается. Находим первый столбик. Второй. Маркер перемещаю. Третий, четвертый, и все. И теперь вот так по вот такой схеме вяжем. Здесь все столбики видно сейчас. То есть за каждый столбик предыдущего ряда вяжем по одному столбику. И всего сейчас по 24 столбика нужно провязать 5 рядов. 5 рядов туловища готово. Приступаем к шестому ряду. Здесь мы с вами будем делать убавление. Последовательность будет следующая. Провязываем 2 столбика. Первый, второй и убавка. Из одной вытягиваем, из другого столбика и вместе. Повторяем 2 столбика. Второй и убавка. Последовательность повторить 6 раз. 2 раза мы уже сделали. В седьмом ряду вяжем 18 столбиков, то есть провязываем без изменений. В следующем ряду будем присоединять руки. Для этого провязываем 5 столбиков. Не забываем перемещать маркер. Ряд у нас немного смещается. Провязываем первый, второй, третий, четвертый,
5 столбик и присоединяем руку. Для этого берем деталь, подхватываем с двух сторон деталь руки, то есть оба слоя. Нить у нас находится перед этой рукой. И теперь крючок заводим за следующий столбик. То есть у меня сейчас на крючке петля, рука, 2 слоя и столбик. Вытягиваем, провязываем. Так повторить еще 3 раза. На крючке петля, дальше захватываем деталь руки, следующий столбик. И еще 2 раза. Обязательно находим следующие столбики. И последний. Присоединили руку. Теперь вяжем дальше по туловищу. 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. И начинаем присоединять вторую руку. Опять петля на крючке, деталь руки. Находим следующий столбик и провязываем. Обязательно у руки подхватываем оба слоя и находим следующий столбик. Здесь не торопимся, аккуратно. И довязываю последний столбик. Все, руки присоединили. Приступаем. Здесь уже можно начинать набивать само туловище, ноги. И провязываем последний ряд. Для этого вяжем 1 столбик, дальше убавку. Опять 1 столбик, убавка. И так до конца ряда. 1 столбик, убавка. В конце ряда делаем соединительный столбик. Вытягиваем нить, вставляя небольшой кончик. И все, деталь туловища у нас готова. Приступаем к вязанию уха. Для этого берем нить, делаем кольцо амигуруми. И провязываем 6 столбиков внутрь круга. 6. Затягиваем круг. И во втором ряду делаем прибавление по всему кругу. То есть 6 прибавок. Первый, второй столбик, дальше 3 и 4 за следующий столбик. 11 и 12 столбик. В конце делаем соединительный столбик. Вытягиваем нить, оставляя кончик для пришивания. Таких деталей нужно 2. Дальше будем вязать рога, и для этого берем пряжу коричневого цвета, а также крючок 4,5 мм. Здесь опять же делаем 6 столбиков внутрь круга. Затягиваем круг. И во втором ряду нужно провязать 6 столбиков за столбики предыдущего ряда. Находим первый столбик предыдущего ряда и провязываем.
Здесь вязание может скручиваться внутрь. Вяжем второй столбик, третий. И вот таким образом разворачиваем вязание, так как нить от начала должна быть внутри полотна. Довязываем четвертый, пятый и шестой столбик. В самом конце делаем соединительный столбик, вытягиваем нить, обрезаем, оставляя небольшой кончик для пришивания. Нить от начала вязания прячем в детали. Таких нужно 2. Теперь будем вязать мордочку. Здесь мы не будем делать кольцо амигуруми. Мы располагаем нить вот таким образом. Заводим крючок под нить и проворачиваем. Дальше, придерживая перекрестие, набирая 4 воздушные петли. Первая, вторая, третья, четвертая. Отсчитываем вторую петлю. Первая, вторая. И провязываем сюда 2 столбика без накида. За следующую воздушную петлю заводим крючок и провязываем 1 столбик без накида. И последняя воздушная петля вот здесь в конце. Нам нужно за нее провязать 3 столбика без накида. Первый, второй. И как бы разворачиваем сейчас вязание. Третий. Мы будем вязать по вот этой стороне. Мы вязали по этой стороне, теперь разворачиваем. И теперь находим следующую воздушную петлю, провязываем 1 столбик без накида. И за следующую воздушную петлю еще 1 столбик. Первый ряд готов. Приступаем ко второму. Здесь находим первый столбик ряда. Вот он у нас. Заводим крючок за обе стенки. И провязываем за него 2 столбика без накида. Первый, сюда же второй. Дальше вяжем 3 столбика в разные столбики предыдущего ряда. Первый, второй, третий. За следующий провязываем прибавку, то есть 2 столбика. Первый, сюда же второй. И в конце завершаем 3 столбиками без накида. Первый, второй, третий. В самом конце делаем соединительный столбик. Вытягиваем нить, обрезаем, оставляя кончик для пришивания. И теперь примерно наметила, где у меня будут располагаться детали. Рожки располагаются на втором ряду, первый, второй, и стараюсь их симметрично поставить. Под ними находятся ушки, глаза располагаются 1, 2, 3, 4, 5, 6 между 6 и 7 рядом. Между глазами 1, 2, 3, 4 столбика. И внизу, соответственно, мордочка. Дальше начинаем все это пришивать. Начну я с мордочки. Здесь аккуратно захватываем деталь головы. Дальше деталь морды. Немного неудобно показывать. Глаза я еще не закрепила. Сначала все пришью и потом уже закреплю глаза.
Мордочку можно немного набить. Теперь вот эти кончики нужно связать в узел, чтобы ничего не рассыпалось. У головы мы оставляли нить, и нам теперь нужно ее вытянуть. Дальше пришиваем голову к туловищу. Подхватываем деталь туловища, одну стенку, один столбик, и голову. Количество столбиков у нас здесь совпадает, поэтому мы подхватываем столбик от спинки, столбик от туловища и столбик от головы. Немножко дополню наполнителем. И делаем узел в конце. Дальше нить прячем в полотне. И теперь, если есть желание, то можно добавить сумку. Она вяжется очень просто. Первый ряд вяжем, как обычно, 6 столбиков без накида внутрь круга. Во втором ряду делаем 6 прибавок. Тоже как обычно. В третьем ряду последовательность. 1 столбик, дальше прибавка. И так до конца ряда, то есть 6 раз. Теперь вяжем по 18 столбиков в каждом ряду до нужной высоты сумки. Провязала 3 ряда по 18 столбиков и в конце делаем соединительный столбик. Вытягиваем нить. Теперь оставляя кончик побольше, обрезаем. Далее нам нужно немного стянуть сумку. Для этого я завожу иголку с изнаночной стороны, вывожу на лицевую. И теперь вот таким образом, захватывая столбики через один, я прохожусь иголкой. Сверху вниз, снизу вверх. Захватывая через один столбик. На изнаночной стороне нить закрепляем и обрезаем. Теперь берем нить побольше, смотрим, сколько нам нужно будет для ручки.
И прибавляем к этому еще примерно 10 сантиметров. Заводим с одной стороны за сумку. Завязываем на узел. И с противоположной стороны. Тоже завязываем. Все хвостики можно спрятать. И вот такая сумка получается. А на этом сегодня все. Вот такая коровка у нас с вами получилась. Если урок понравился, то не забывайте поддерживать его лайком и комментарием. Всем пока!